Сегодня у нас буква О. Для Москвы О – это прежде всего район Останкино. Останкино пишем. А район Останкино 200 лет назад не был Москвой. Здесь были леса, поля, деревни. И для того, чтобы попасть в Москву, нужно было ехать еще 5 километров. А сейчас это считается центром Москвы. Так вот, 200 лет назад район Останкино было Подмосковье, и ничего там не было, пока в конце XVIII века богатый аристократ Шереметьев не построил здесь свой знаменитый и прекрасный дворец, свою летнюю загородную резиденцию. К сожалению, сегодня там идет ремонт, но ремонт скоро закончится, и абсолютно настоящий деревянный дворец XVIII века будет открыт для посещения. Семья Шереметьевых стала заметна на русской политической арене, если так можно сказать, при Петре I. Это были очень умные люди, очень активные, и поэтому к концу XVIII века фамилия, семья графов Шереметьевых считалась одной из самых богатых фамилий России. Что такое для того времени богатая семья? У графов Шереметьевых были имения, земли, деревни и крестьяне на территории всей страны. И только крепостных крестьян у Шереметьевых было в конце XVIII века 210 тысяч человек. Огромная цифра. И вот за мной вы видите этот деревянный дворец Николая Петровича Шереметьева, который он построил в XVIII веке. Николай Петрович Шереметьев получил прекрасное образование, много времени провел в Европе и очень любил искусство, и очень хорошо его знал. Архитектуру, оперу, живопись, балет – все знал прекрасно. И у себя в Останкине он решил построить не просто дворец, а дворец-театр. Главная комната, главная зала дворца – это был просто театральный зал, который он построил с разными механическими приспособлениями. Когда к нему приходили друзья, другие аристократы, Шереметьев удивлял своих гостей тем, что он показывал им спектакли. А в то время спектаклей не было в России, потому что это было европейское искусство, оно только начинало приходить из Европы. Николай Петрович Шереметьев научил своих крепостных крестьян, талантливых, конечно, играть на музыкальных инструментах. И у него получился оркестр, где музыкантами были крепостные крестьяне. Он научил их танцевать, других он научил петь, третьих он научил играть драматические роли. То есть весь театр был крепостной театр графа Шереметьева. Он так и назывался. И самая замечательная, самая необыкновенная история, которая произошла с этим театром, это была история Прасковьи Ковалевой, его крепостной актрисы, певицы, которая выступала в его театре и в которую Николай Петрович влюбился. И произошла история, редкая история русской Золушки, когда действительно Шереметьев на ней женился и официально венчался. Как вы понимаете, для конца XVIII века это была история абсолютно невероятная. Но это было так, и его женой стала бывшая крепостная актриса из его театра. А вокруг дворца, как было принято в то время, Николай Петрович Шереметьев сделал большой, прекрасный парк,
в стиле европейского паркового искусства того времени. И в этом парке крепостные крестьяне даже вырыли огромные пруды, вокруг которых москвичи гуляют и сегодня, и зимой, и летом. Другой интересный объект, который можно увидеть в районе Останкино, это телевизионная Останкинская башня, телебашня. Вот она за мной. Посмотрите, какая высокая, 540 метров. Это самая высокая телебашня в Европе. Красивая, хоть и не очень молодая, ей уже чуть больше, чем 50 лет. Построили эту башню в 1967 году. Архитектор очень хороший, очень профессиональный Николай Никитин. И с тех пор эта башня стала телевизионной башней Москвы. И здесь же, рядом с ней, находится телецентр Останкино, где снимает телевидение все свои передачи. Вы видите наверху башни такое утолщение. Это ресторан. В этот ресторан, который называется «Седьмое небо», и сегодня можно попасть и посмотреть на Москву с высоты птичьего полета. Каждый человек может сегодня подняться на эту башню. Нужно просто прийти, купить в кассе билет и на лифте очень быстро подняться на 337 метров. Там находится площадка, откуда можно посмотреть на Москву, и ресторан «Седьмое небо». Сотрудники телебашни пытаются какие-то современные развлечения предложить москвичам и туристам. И в частности, например, в последний год предлагают заниматься йогой на этой самой высоте 337 метров с видом на Москву. Или только что прошли соревнования по подъему на Останкинскую телебашню по лестнице. И победителем этих соревнований был немец из Германии, который поднялся на эту огромную высоту за 9 минут 51 секунду. Ну, а если мы с вами будем подниматься туда пешком по лестнице, то, я думаю, мы не дойдем, умрем по дороге. А даже если дойдем, это будет продолжаться минимум 2,5 часа. Если вы мне не верите, приезжайте в Москву, купите билет и идите туда пешком. Добро пожаловать на Останкинскую телебашню.